Иногда реальная жизнь может быть гораздо страшнее любой вымышленной истории, а порой режиссеры и сценаристы дают волю фантазии и, взяв за основу реальное событие, добавляют к нему настолько много деталей, что его становится сложно воспринимать настоящим. Здравствуйте, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 5 фильмов, в основе которых лежат реальные события. И под словом «основа» я, как и создатель этих фильмов, имею в виду не с документальной точностью воссоздающий, а всего лишь вдохновленные этими событиями, сколь бы фантастичным это порой не казалось. Как, например, «Кошмар на улице Вязов». Центральная идея франшизы заключена в том, что мертвый злодей Фредди Крюгер способен вторгаться в сны подростков, мучая их ночь за ночью. А когда ему надоедает играть с ними, Фредди расправляется с жертвами, и если вы умираете во сне, вы умираете по-настоящему. Как бы ни была необычна эта концепция, на самом деле она имеет корни в реальном явлении под названием синдром внезапной аритмической смерти, при котором люди неожиданно умирают во сне. Уэс Крейвен впервые задумался о воплощении этой идеи после прочтения серии статей в газете «Лос-Анджелес Таймс» о семье, чудом сбежавшей из Камбоджи. Их сын-подросток начал испытывать панические атаки и страх уснуть. Он просыпался посреди ночи, обливаясь потом, с бешено колотящимся сердцем и до смерти перепуганный. Он стал одержим идеей, что нечто злое пытается добраться до него через сны. Он неоднократно говорил родителям, что боится, что если он заснет еще хоть раз, то больше не проснется. Как и Нэнси в фильме, подросток выпивал невероятные дозы кофе в отчаянной надежде продлить время бодрствования. Но, к сожалению, в конце концов уснул. А затем посреди ночи его родители были разбужены криками. Они бросились в его комнату, но было уже поздно. Парень погиб во сне. В 2014-м в интервью Валча Уэс Крейвен признался, что взял из этой истории не только идею преследователей и смерти во сне, но и отношения между подростком, напуганным опасностью, и родителями, которые его словам не верят. Ужас Амитивилля. Наверняка вы все знаете эту историю, и она является прямо-таки квинтэссенцией рассказов о домах с демонами или привидениями. Совершенно классический хоррор-сюжет, в основу которого легло произошедшее с Джорджем и Кэти Лутц и их детьми, которые переехали в дом 112 по Оушен-авеню Амитивилля, штат Нью-Йорк. Семья переезжает в дом, который им не по карману. Они получили невероятную скидку, ведь у дома темное прошлое, и никто другой его купить не пожелал. В 1974-м произошла трагедия с целой семьей Дефео, виновником которой стал их младший сын Рональд. Семья Лутц прожила в доме своей мечты всего 28 дней, в течение которых они постоянно слышали странные стуки, звуки царапания и скрежет. Они не могли обогреть дом и постоянно ощущали на себе чей-то взгляд. Католический священник, приглашенный благословить его, сбежал в ужасе, заявив, что услышал демонический голос, приказавший ему убираться прочь. Джордж очень быстро стал раздражительным, вспыльчивым и агрессивным. Все это было ему не свойственно. Пара отказалась когда-либо и что-либо рассказывать о том, что произошло в их последнюю ночь в доме. Но по многочисленным предположениям и слухам, Джордж пытался каким-то образом навредить семье. Что бы там ни произошло, семейство Лутц предпочло просто бросить все свое имущество и поскорее убраться из дома. Эта история привлекла внимание всей страны после публикации в 1977 году книги «Ужас Амитивилля», на основе и по мотивам которой в дальнейшем снимут огромное количество экранизаций и адаптаций. С годами взгляд на ужас Амитивилля, естественно, изменился. Многие считают, что все это было грамотной мистификацией, дабы приманить туристов в красивый, но ничем иным не примечательный городок, а заодно продать книгу. В последние годы своей жизни Джордж и Кэти были более щедры на детали прошлого. Они все еще утверждали, что привидения действительно были в том доме, но считали, что СМИ слишком раздули и приукрасили произошедшее, разумеется, в развлекательных целях. Секретный эксперимент. Существует достаточно много фильмов и сериалов, так или иначе основанных на проекте МК Ультра. Среди них и секретные материалы, и лестница Иакова, и очень странные дела. Однако именно секретный эксперимент выделяется на фоне других. В этом фильме сюжет почти полностью сосредоточен на реальных экспериментах ЦРУ по контролю над разумом, проводимых с 50-х по 70-е годы 20 века, в попытке, например, создать спящих агентов или извлечь необходимые сведения. Фильм представляет собой одновременно и попытку погружения в видение тех, кто подвергался этим экспериментом, и отсылку к рассказу Лавкрафта «Из глубин мироздания». Границы между вымыслом и реальностью стираются, превращаясь в головокружительные жуткие образы. По сюжету фильма журналистка, узнав, что ее друг после участия в эксперименте пропал без вести, приступает к собственному расследованию. Мы не знаем истинных масштабов реального проекта, да и о его существовании информация утекла почти случайно. С уверенностью можно сказать только то, что эффекты, которые показывает нам фильм, выглядят по меньшей мере жутко.
Винчестер – дом, который построили призраки. Этот фильм вдохновлен вполне реальным домом Винчестеров. Он рассказывает историю одержимости Сары Винчестер идеей успокоить души тех, кто погиб от винтовок, изобретенных ее семьей. Ей казалось, что для усмирения духов она должна постоянно достраивать дом множеством комнат, коридоров и дверей. Фильм предполагает, что эта мания бесконечно пристраивать новые части дома имела смысл. Он показывает нам женщину, стремящуюся создать комнаты для духов, дабы они могли спокойно перейти на другую сторону. При этом некоторые из комнат могли бы запереть самых беспокойных и злых призраков. В целом, это довольно неплохая попытка мистификации истории известного и странного дома, хотя качественным фильм назвать все равно сложно. И, наконец, детские игры. Естественно, концепция с ожившей куклой-маньяком не основана на фактах или реальных случаях, но вот общая идея жуткой куклы – да. Чаки был вдохновлен одержимой демонами куклой Робертом, странной игрушкой с пустым взглядом и в нелепом белом наряде матроса. На данный момент Роберт выставлен на всеобщее обозрение в музее Флориды. Некогда он принадлежал художнику по имени Роберт Юджин Отто. По официальной версии, куклу ему подарила женщина, работавшая на его родителей. Однажды она решила, что работодатели с ней обошлись несправедливо и прокляла куклу, чтобы наказать семью. В результате Роберт стал делать довольно жуткие вещи – моргать, говорить и даже двигаться. Когда куклу запирали на чердаке или в шкафу, оттуда слышались смех и тихие шаги. Отто хранил куклу до самой своей смерти в 1974 году, после чего она перешла к другой семье, и кошмар продолжился. Конечно, вряд ли что-то сверхъестественное действительно было замешано в этой истории, но основная идея жуткой куклы, способной оживать, стала неплохой основой для знаменитого слэшера. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.